Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим об уходе за спатифилумом и поподробнее я остановлюсь на освещении. Когда мы видим, что листья спатифилума теряют свою яркость, становятся блеклыми, желтеют, первое, что приходит в голову, что растение нужно пересадить, либо внести удобрения, либо что-то не так с поливом. И мало кто уделяет внимание такому фактору, как освещение. Спатифилум – это то растение, которое не любит прямые солнечные лучи и в принципе яркое освещение. Как правило, его рекомендуют ставить на восточное или западное окно. Но окна у всех тоже бывают разные, у кого-то перед окном чистое поле, а у кого-то высокое густое дерево. Поэтому если вы только что купили растение или перевезли свое растение в другое место, переставили из комнаты в комнату, понаблюдайте за его листиками, их состояние само за себя скажет, нравится растению это место или нет. Вот этот спатифилум стоит у меня на северном окне, но я живу в городе Санкт-Петербурге. Освещение северных окон зимой и летом здесь очень сильно отличается. Когда здесь начинаются белые ночи, мало того, что продолжительность светового дня у нас около 20 часов, так еще и в северное окно начинает светить солнце рано утром и поздно вечером. Поэтому, как только в мае наступил период белых ночей, листики моего спатифилума начали желтеть по краям. Как только я переставила растение вглубь комнаты, примерно 3 метра от окна, начали появляться новые листики, ярко-зеленые, без желтой каймы, блестящие, здоровые. Вообще такая реакция на свет очень интересна у спатифилума. Как цветная ткань выгорает на солнце, практически полностью теряя свою окраску, так и листья спатифилума. Они становятся просто практически прозрачно-белыми. То есть кустик держит форму, продолжает расти, может даже цвести, но при этом листики будут салатово-желто-белые, местами даже полупрозрачные. Поэтому если вы видите, что с приходом весны или лета листики вашего спатифилума начали немножечко желтеть, не спешите принимать какие-то крайние меры. Попробуйте просто переставить растение в более притененное место и понаблюдайте за ним, что будет происходить с новыми молодыми листиками. Спатифилумы с темно-зелеными листьями прекрасно растут в глубине комнаты. Они прекрасно растут только при искусственном освещении. А вот растения с более пестрыми листьями, такими как сорт домино, например, можно пробовать ставить в более яркое место, так как любые варигантные сорта растений предпочитают более яркое освещение. Итак, если листики вашего спатифилума начали желтеть, вспоминая свой уход за последние несколько месяцев, не исключайте освещение из списка возможных проблем. Если видео было вам полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзен. Там помимо видео я публикую статьи, которые также могут быть вам полезны. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!